Всем привет! Ставь лайк, подписывайся, у нас только правда и аналитика. Начинаем очередной выпуск новостей, кратко о главном. 2 человека погибли, еще 3 пострадали в результате атаки русских военных преступников в Днепропетровской области. Россияне атаковали ночью Одессу, 6 пострадавших. Возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждены административное здание, 7 многоэтажек и легковые автомобили. В Харькове в результате атаки 1 человек погиб, 2 пострадали. В Кривом Роге прилет баллистической ракеты по административному зданию. В результате атаки загорелись гаражи, повреждена административная постройка. На месте работают спасатели. 4 человека пострадало, среди них ребенок. Русские преступники сбросили 9 авиабомб на Славянск, 1 попала в многоэтажку. Известно уже о 8 пострадавших, 2 из них – дети. Украинские силы обороны успешно поразили в Дмитриевке Тамбовской области Никифоровскую нефтебазу. Горит очень прилично. Совершена диверсия на участке трубопровода «Дружба», стратегического для нефтегазовой сферы России. Трубопровод остановил свою работу. В Орле успешно поражена местная ТЭЦ. Местные жители сообщают о перебоях с электроснабжением. В Невинномысске, Ставропольский край, очень успешно атакован Невинномысский азот. Это один из крупнейших в России производителей азотных удобрений и аммиака. Нефтебаза «Лукойла» атакована в селе Хреновое Воронежской области. Горит 2 резервуара. Украинские разведчики уничтожили российский самолет в Крыму. Вражеский истребитель МиГ-29 уничтожен на территории военного аэродрома Кача. Также под удар ГУР попал аэродромно-радиолокационный комплекс Иртыш недалеко от Симферополя. И к международным новостям. Завершилась встреча Путина с Виткофом и Кушнером. Она длилась около 5 часов. Основные заявления Ушакова после встречи. Путин заявил, что Москва с чем-то может согласиться в рамках плана США по Украине, но что-то вызывает критику российской стороны. Пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки можно обсуждать. Контакты России и США продолжатся. Короче говоря, все ясно. Путин навешал лапши на уши американцам и просто имитирует переговоры, чтобы не вводились новые санкции и не передавались Украине томагавки. Вот первая реакция Трампа после переговоров. Произнес стандартные слова, что у Виткофа с Кушнером была хорошая встреча в Кремле, но по факту лишь подтвердил, что они ничего не добились. Посетовал, что Зеленский не захотел урегулировать в конце февраля этого года, когда для этого якобы была возможность. Но напоминаю, что на переговорах 11 марта в Джидде Украина согласилась на все предложения Трампа по прекращению огня. Россия ни на что не соглашалась ни тогда, ни до этого, ни после этого. В то же время Трамп согласился с тем, что с Украиной удалось выработать совместное решение, то есть по факту подтвердил, что Украина конструктивна. Инсайдер New York Post Кейтлин Борнбосс сообщает, что Витков и Кушнер пригласили Умерова на завтра в Майами. А вот реакция на слова Трампа на американском телевидении. Он работает на Путина, и это позор для страны. Телеведущая Рэйчел Мэдден жестко прошлась по Трампу и его заигрыванием с Путиным. Россия – захолустная страна, и мысль о том, что мы работаем на него, унизительна. Не знаю, что у Путина на него есть, но он работает на Путина, и это позор для страны. Der Spiegel получил расшифровку телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами. Разговор состоялся в понедельник, в нем приняли участие Зеленский и 10 европейских лидеров. В нем все лидеры откровенно высказались, что США могут предать Украину и Европу. Есть вероятность, что США предадут Украину и Европу в территориальных вопросах без ясности по гарантиям безопасности, сказал Эммануэль Макрон и добавил, что Зеленскому грозит большая опасность. Фридрих Мерц сказал, что Зеленскому нужно быть крайне осторожным в ближайшие дни. «Они играют в игры с вами и с нами», сказал канцлер, вероятно, описывая американских переговорщиков Виткофа и Кушнера. Александр Стуб, один из немногих европейцев, у которых хорошие отношения с Трампом, также предупредил об опасности. «Мы не должны оставлять Украину и Зеленского одного с этими парнями». Марк Рютте разделил опасения финского президента. «Я согласен с Александром, мы должны защитить Зеленского». Что ж, будем следить за развитием событий, а чтобы не пропустить важные новости, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.